Друзья, ну что, весь хайп от статьи Андрея Карпатова про то, каким образом он строит собственную вики на базе LLM, постепенно спадает, то есть все убежали дальше. Но как это часто бывает, когда спадает весь хайп, остаются сугубо практические кейсы, их много, они топовые, они реально приносят пользу, их можно использовать на практике. И сегодня в этом видео мы с вами посмотрим на эти кейсы, построим вручную с самого нуля себе такую систему и ответим на такие вопросы. А можно ли использовать эту систему не просто для фана и для того, чтобы поиграться, а для того, чтобы построить реально рабочие системы, например, для своей компании, для своих исследований, для других реально практических кейсов. Итак, идея такова. То, как сейчас нейронки работают с нашими документами, чаще всего это RAG подходы, то есть Retrieval Augmented Generation, заключается в следующем, что у нас есть какой-то набор документов, которые мы сначала делим на какое-то количество чанков, векторизуем эти чанки, и каждый раз, когда мы с вами спрашиваем какой-то вопрос у нейронки, она с помощью поиска подобия отыскивает нужные релевантные чанки, возвращает их себе как контекст и формирует нам ответ на основе этого контекста, что работает довольно хорошо. Андрей Карпатый предлагает альтернативный подход, который называется Wiki LLM. Он говорит, что работать со сложной структурой документов можно иначе, сохраняя вообще полный контекст. На входе у нас могут быть те же самые документы, что и в кейсе номер 1. Но мы даем нашей нейронке право анализировать эти документы поштучно и находить важные смысловые точки в каждом из них. После того, как такие точки найдены, нейронка начинает связывать разные смысловые точки между собой. Эти точки превращены в текстовые документы, и в этих текстовых документах теперь содержатся кросс-референсы, то есть кросс-ссылки, которые связывают разные идеи между собой. Информация о том, какие уже содержатся документы в нашей системе, попадает в специальный файл индекс, то есть здесь проходит вся индексация, где содержатся конкретные файлы, их описания очень краткие. И это приводит к магическим результатам. Когда мы что-то спрашиваем у LLM-ки, LLM начинает с изучения индекс файла для того, чтобы понять, какими сейчас знаниями она обладает. С помощью этого файла она начинает искать нужные релевантные тексты, которые помогут ей ответить на наши вопросы. Но так как эти тексты, файлы связаны с другими файлами, о чем мы позаботились предварительно, LLM-ка может пробежать рекурсивно по всем нужным файлам, собрать полный контекст и вернуть нам ответ на основе этого контекста, который собран по разным файлам. Работает это намного точнее, чем обычный RAG-подход. Конечно, у этого есть свои отрицательные стороны, о которых мы тоже сейчас поговорим. Друзья, только перед тем, как мы с вами начнем строить нашу систему и получать вот такие крутейшие результаты и разгонять их вместе с нейронкой, у меня для вас 3 базовых просьбы. Обязательно подписывайтесь на канал. Прямо сейчас оставьте какой-нибудь комментарий. Оставьте лайк этому видео для того, чтобы его увидело как можно больше людей. Погнали дальше. Стоп, еще обязательно заскакивайте в нашу про-группу, проходите мастер-классы, развивайтесь в искусственном интеллекте, там куча всего интересного. Погнали. Например, можно ли использовать подобные вики для того, чтобы интегрировать туда какие-нибудь рабочие чаты, рабочие знания, или для того, чтобы погружать туда данные о ресерче и потом искать взаимопересечения и важные инсайты среди таких знаний? Забегая вперед, скажу, что, конечно, можно, это реально мощный инструмент. Концепт того, о чем рассказывает Андрей Карпатый, родился не на пустом месте, а он родился на основе гипотетической системы, которая описана Вениваром Бушем в эссе «Как мы можем мыслить», и называется она Memics. Она была опубликована в 1945 году. Кстати, ссылку на нее я положу в свою бесплатную телеграм-группу. Так вот, тогда Буш описывал Memics как электромеханическое устройство, которое позволяет создавать автономную базу знаний, снабженную ассоциативными ссылками и примечаниями, которые могут в свою очередь быть переданы в другие такие же базы знаний. Здесь очень интересно это все почитать, но на самом деле проблема, с которой столкнулся Буш в то время, как раз поддержка актуальности этой базы. И сейчас развитие искусственного интеллекта очень сильно бустит эти концепты, потому что мы на плечи искусственного интеллекта как раз перекладываем концептование, поддержку этой базы в актуальном состоянии, то есть создание новых связей, очистка от старых ненужных связей, актуализация всех файлов в индексе, а на плечах человека оставляем работу с этими знаниями, получение их, поиск новых взаимосвязей и мыслительная деятельность. Так вот, о чем же там пишет Андрей Карпатый? Все читают тот самый твит от Андрея Карпатова, который набрал уже там 20 миллионов просмотров, а на самом деле у него есть описанный концепт LLM Wiki. Давайте переведем
переведем его на русский язык, в котором объяснены основные идеи, из которых следует почерпнуть архитектуру того, что он предлагает, для того, чтобы использовать и адаптировать это для себя с реально классным качеством. Кстати, один из кейсов, который он подсвечивает, как раз это бизнес-команда. Он говорит, что можно строить внутренние веки, пополняемые сообщениями, допустим, вашей внутренней переписки, проектной документацией, звонками от клиентов, с постоянной актуализацией и прочим. Нам нужно с вами понять архитектуру. Это самая простая часть, потому что про нее уже много кто поговорил. Она состоит из 3 базовых вещей. Это всего лишь 3 каталога. Первый каталог называется raw, то есть некоторые сырые входящие данные. Второй каталог называется wiki, то есть это markdown или текстовые файлы, которые создает сама ваша нейронка, то есть вы туда не лезете. И третья, наверное, самая важная часть — это схема, scheme. Это, по сути, есть мозг вашей системы, все инструкции. Если вы пользуетесь Claude или Codex, то это аналог вашего файла Claude MD, либо Agents MD. То есть это инструкции, которые каждый раз попадают в нейронку, когда вы с ней коммуницируете, которую она воспринимает как непреложную истину, либо рулы. То есть, если мы с вами представляем, что у нас подается на вход какой-то документ, либо обычный текст, то сначала он попадает в папку raw, в сырые данные, то есть ваша базовая задача — положить его туда. Дальше ваша LLM-ка, любая, которую вы используете, смотрит на файл схема, читает все правила использования, каким образом отрабатываются у нас новые файлы в raw, обрабатывает этот файл и в соответствии с этими правилами обогащает или изменяет папку wiki. То есть она туда либо добавляет новые файлы текстовые, либо апдейтит старые файлы. Для того, чтобы из этого файла извлечь все ключевые составляющие точки, проставить коннекты между ними, и если там лежат уже старые какие-то файлы или кусочки знаний, коннекты проставляются и с ними тоже между старыми, новыми кусочками знаний. И вот эта операция, которую мы только что обсудили, называется ingest или загрузка, добавление новых данных в вашу систему. Есть и вторая операция, которая называется запрос или query. Query представляет из себя нечто другое. Query уже не работает с папкой raw, query работает с папочкой wiki, где уже лежат наши текстовые файлы и индекс MD. Индекс MD — это, по сути, файл индекса, где содержится список всех текстовых файлов, которые создает LLM-ка, когда парсит все наши входящие данные. То есть это, по сути, некоторое огромное содержание, которое читает наша LLM-ка каждый раз, когда мы у нее что-то спрашиваем. Есть еще одна операция, она называется lint. По сути, это операция очистки. Это термин, который приходит из программирования. По сути, это периодическое некоторое пробегание по файлам, которые у нас есть, и очистка их от лишнего мусора. Допустим, там могут быть какие-то дубликаты, либо могут быть файлы, между которыми нету вот этих связей. Тогда вся эта система будет работать на то, чтобы либо проставить связи, либо удалить ненужные файлы, либо смерджить несколько файлов вместе. То есть это такая постоянная самоочистка. И опять же, по методу Андрея Карпатова вся эта история заменяет нам RAG системы, но только на определенных небольших объемах. Потому что до тех пор, пока система может помещать в свой контекст индекс MD файл, где есть перечень всех файлов и их описаний, и их других метаданных, нейронка работает намного точнее для того, чтобы мы могли ей пользоваться и искать некоторые инсайты в данных, которые мы с вами туда поместили. По сути, Андрей говорит, что это удивительно хорошо работает, если у вас есть порядка 100 источников, которые, по сути, превращены в несколько сотен вики-страниц, которые постоянно обновляются и приводятся в соответствие с реальностью. Это не значит, что если у вас больше 100 источников, то такая система для вас не работает, но это, по сути, означает, что под каждый аспект вашего исследования, либо ваших каких-то рабочих процессов, имеет смысл создавать свою отдельную вики, которые будут с изолированными контекстами, со своими индекс-файлами, со своими вики-страницами, и в которые вы можете раскладывать сырые входящие файлы в зависимости от их типа. Не забывая оттуда удалять, например, устаревшие файлы, сливать несколько файлов в один и так далее. Ну что, я подозреваю, это звучит довольно страшновато, но это работает круто, и это очень легко сетапиться. Давайте вместе засетапим себе такую систему. Итак, чтобы настроить такую систему, нам с вами понадобится Obsidian. Сам Карпатый пользуется Obsidian, и он говорит про такую аналогию. Представьте, что Obsidian — это ваш IDE, то есть некоторая среда разработки. Сама LLM-ка, то есть нейронка, которая будет работать с файлами внутри Obsidian, это, по сути,
скажем так, разработчик, а вики, то есть вся система файлов, которые как раз создаются с помощью нейронки, это, по сути, ваш код, который пишется внутри вашей IDE системы разработки. И самое классное, что в этой системе вы, по сути, делаете именно то, что так требуется делать от человека. Во-первых, вы решаете, какие источники, какие данные попадают как сырые данные в ваш Obsidian, то есть в ваш IDE. После этого вы общаетесь простыми командами с нейронкой «отработай новый файл», либо «ответь мне на вопрос». И вы, по сути, никогда не создаете вики-файлы, то есть это все делается нейронкой. Ваша задача активно участвовать в отсмотре того, что делает нейронка, коммуницировать с ней и ловить ее, когда она делает что-то не то есть, по сути, заниматься именно тем, что так требуется от человека в работе с искусственным интеллектом. Так как мы с вами уже поговорили про то, что, по сути, под каждый топик имеет смысл создавать свою вики, под каждый проект, можно так сказать, давайте с вами создадим новый каталог в нашем Obsidian, который называется Project One. Кстати, если вы не знаете, что такое Obsidian, это, скажем так, прекрасный инструмент для того, чтобы менеджерить ваши все заметки в текстовом виде и делать между ними кросс-референсы, то есть взаимосвязи между текстовыми заметками. Он позволяет визуализировать эту схему, поэтому переходите вот на сайт obsidian.md и скачивайте для своей операционной системы Obsidian. Это абсолютно бесплатно, вам не обязательно пользоваться платной версией с синхронизацией в облаке. Скачали. После этого вы увидите интерфейс типа такого, в котором мы создаем новый проект. И еще мы создадим с вами две папки, два каталога. Один называется Raw. Это тот самый каталог, куда у нас будут прилетать все наши исходные сырые данные, сырые файлы. Создадим еще один каталог, который будет называться Wiki. Сюда будут падать все файлы, которые наша нейронка будет генерить из сырых файлов. В соответствии с чем? В соответствии со схемой. Поэтому нам с вами понадобится файл. Давайте мы же будем с вами пользоваться CloudMD. Этот CloudMD станет исходными инструкциями для, по сути, любого нашего запроса к Cloud Code. Большой вопрос, что мы кладем в этот CloudMD? В этот CloudMD мы кладем схему работы, которая будет объяснять нейронке, что делать в зависимости от запроса нашего с данными, которые мы сюда помещаем. По сути, нам нужно нейронке описать все, что мы прочитали в вики Андрея Карпатова, для того, чтобы она знала, как отрабатывать операцию загрузки, запроса, линтования, то есть очистки. Вы можете отдать прямо вот этот весь текст вашей нейронке и сказать: создай мне файл-схема для того, чтобы ты каждый раз понимала, что делать с новыми файлами или как отвечать на мои вопросы, когда их задаю. И вам нейронка создаст какой-то набор правил, которые вы потом сможете положить в ваш файл CloudMD. Я именно так и сделал, и я создал себе файл CloudMD на базе того, что указано в вики Андрея Карпатова. И, по сути, здесь именно описаны все нюансы для того, чтобы моя нейронка знала, как работать с моей вики. Здесь описана структура, то есть та самая папочка raw, что с ней делать, папочка вики, которая тут есть, вики index.md, который будет создаваться автоматически, вики log.md, который также будет создаваться автоматически. Логирование, кстати, это очень важный файл в этой системе, потому что туда нейронка будет записывать все сырые материалы, которые она отработала, и будет, по сути, вести хронологию того, что уже было сделано, для того, чтобы потом не дублицироваться. И, как вы видите, здесь прям прописано все равно то, что соответствует нашей схеме. Ingest workflow — это как раз workflow добавления новых файлов. Нейронка будет знать, что тебе нужно посмотреть сначала в raw каталог, потом это все распарсить, почитать, создать summary в папочке wiki, создать саб-страницы для каждого из топика, который она посчитает нужным. Все то, что мы с вами обсудили, и в конце создать новую запись в нашем логе. Дальше мы указываем формат страницы, который нас устраивает, в котором обязательно прописываем, что мы хотели бы там иметь еще связи с другими страницами, и чтобы нейронка для нас это сделала. Дальше рулы, дальше workflow, когда мы просим ответить на наши вопросы. То есть нейронка всегда должна начинать с чтения файла index.md, дальше отрабатывать все по схеме. Дальше линтование, периодическая очистка. Это можно автоматизировать, либо можно просто раз в какое-то время, так и говорить нейронке: сделай линт, сделай очистку нашей системы. И дальше очень важные рулы, потому что когда ваша система начнет расти, вы будете замечать всякие артефакты. В зависимости от того, какой вы нейронкой пользуетесь, вы будете прям видеть, что в каких-то моментах что-то идет не так. Поэтому вот это очень важная секция. Сюда прописываете, добавляете себе новые какие-то вещи, новые инструкции для нейронки, чтобы избежать тех или иных негативных последствий. Вы должны понимать, что вот этот файл, он написан очень общо, как раз чтобы отрабатывать, по сути, любой кейс, любой наш research или
топик, с которым мы работаем. Но в этот файл вы можете вносить любые ваши изменения под ваши конкретные кейсы для того, чтобы она отрабатывала ваши конкретные задачи с необходимым уровнем точности. Вот этот файл ClodeMD, который вы сможете скопировать и положить в ваш Obsidian, я прикреплю в свою бесплатную Telegram-группу. Ссылка на нее будет в описании. Забегайте туда, скачивайте его, кладите и идите по моим шагам. А если вы только развиваетесь в сфере искусственного интеллекта, то обязательно залетайте в нашу про-группу. Там есть крутые мастер-классы по Claude Code, по Antigravity, по N8N и огромное количество про-материалов и про чат. Ссылка на про-группу тоже у нас в описании, поэтому залетайте туда обязательно и качайте себя в сфере искусственного интеллекта. Мы с вами продолжаем, и по сути этого уже достаточно для того, чтобы начать тестировать нашу систему, потому что схема есть, каталоги есть, и сейчас мы можем дать ей первые сырые данные. Чтобы было удобно нам работать со всей этой системой, я вам предлагаю нажать вот эту шестеренку, здесь выбрать пункт Community Plugins и обязательно себе поставьте плагин, который называется терминал. Это позволяет вам довольно удобно вызывать интегрированный терминал прямо внутри вашего Obsidian. Вот у нас здесь появляется кнопочка «Открыть терминал». Я нажимаю эту кнопочку, нажимаю интегрированный терминал, и вот мой терминал открылся прямо в моей локальной директории, где я сейчас нахожусь. Давайте перескочим в саму директорию Project. Все, мы видим, что мы сейчас уже находимся в директории Project, и давайте вызовем наш Claude внутри этой директории. Вот у нас наш Claude-код, который готов начать отрабатывать наши запросы в соответствии с тем, что написано в каталоге ClodeMD. Давайте в папочку raw положим наши первые данные. Вы должны понимать, что вы можете сюда класть что угодно. Вы можете класть PDF-ки, Word-файлы, просто текстовые файлы, потому что Claude нативно умеет работать с этими форматами, у него есть встроенные инструменты, чтобы с ними работать. Если вы используете другую нейронку, то все современные нейронки, которые работают в рамках Command Line Interface, по сути, тоже могут работать с любыми типами файлов. Я вот создаю себе новый файл, untitled, прямо внутри папочки raw. Я подумал о том, что было бы круто рассмотреть этот кейс на примере реального чата внутри компании, допустим, который вы будете использовать как сырые данные для вашего процесса. Вот, допустим, у меня за неделю есть некоторый упрощенный чат в нашем Slack. Соответственно, здесь несколько участников, и вот у нас каждый день идет дискуссия про AI, про эволюцию RAG, новые модели, каким образом мы автоматизируем какие-то процессы, про open source против API. Ну, то есть очень-очень разные разговоры, и я осознаю, что здесь довольно много золота, допустим, и я бы хотел какие-то инсайты постоянно, чтобы у меня сортировались, сохранялись в мою внутреннюю вики, и для того, чтобы потом я мог разгонять какие-то идеи на основе того, о чем мы вообще общаемся с коллегами в рамках нашей работы. Поэтому сейчас я могу вернуться в свой Claude-код и дать всего лишь одну команду. Если вы уже забыли, то у нас есть файл ClodeMD, который описывает, что делать нашей нейронке в зависимости от того, что же мы ее просим. Соответственно, как вы помните, один из workflow, который поддерживается или прописан в нашем файле ClodeMD, это ingest или внесение workflow, поэтому мы вернемся в наш Claude-код. И так как говорим ingest new data, отправляем запрос в наш Claude-код, и мы понимаем, что теперь, смотрите, наша нейронка знает, что именно означает ingest, она уже нашла новый файл и начинает отрабатывать все, что у нас есть в нашем каталоге raw. Итак, смотрите, обработка наших raw файлов закончилась, и система нам говорит, что я нашла источник, все верно, это чат за прошедшую неделю, и я выделила 5 интересных топиков, которые здесь обсуждаются. Здесь мы обсуждаем граф RAG, здесь есть LLM Gateway или контролирование бюджета, который сливается на нейронки, Security AI, потому что один из наших ботов был взломан, каким образом работают агентские workflow, особенно в сочетании с Jira, Slack и Confluence, и другие очень интересные, классные топики, которые было бы очень жалко терять, просто оставив их в чате. И нейронка проинструктирована делать такую вещь. Прежде чем вносить реальные изменения в нашу вики, она должна спросить вопросы, то есть с нами поразгонять истории, типа, вот я делаю такое, что ты про это думаешь? То есть на самом деле вот сейчас происходит самое
самое важное, что зависит как раз от нас. Мы должны внимательно отсмотреть, что она нашла, в каком-то виде, может быть, ее подкорректировать, то есть вовлекаться на этом этапе довольно мощно, потому что после этого этапа у нас уже будут внесены новые данные в вики, и после этого, скажем так, уже в некотором случае это зафиксируется. Да, кстати, тут нейронка отвечает на английском. Вы, естественно, можете прямо в рулах проинструктировать ее вот здесь, что отвечает только на русском, потому что у нас здесь весь CloudMD на английском, соответственно, нейронка сама решает, на каком языке вам отвечать. Но я тут говорю go ahead, типа погнали, не останавливайся. Как мы видим, сейчас нейронка работает над тем, чтобы создать нам 8 страниц в вики и сразу заапдейтить индекс MD и log ND для нашего проекта. Итак, как мы видим, наша нейронка закончила, и она создала целую пачку файлов, включая index.md и log.md. Как мы видим, теперь наша папочка вики обогатилась всеми этими файлами. Вот наш index.md. Обратите внимание, что здесь прописаны источники, которые были использованы, концепты, то есть все концепты, которые были найдены, то есть все-все-все взаимосвязи, которые она посчитала важными и вытащила из нашей дискуссии. Здесь есть лог, то есть конкретно что было и когда сделано. Вот сегодня это было сделано. И дальше у нас создались файлы для каждого топика, которые она посчитала нужными. То есть вот у нас LLM Gateway или Cost Control. То есть все нюансы, которые у нас тут есть. То есть очень планомерно, полноценно описала то, о чем мы говорили за эту неделю. Каким теперь образом мы этим можем пользоваться? Давайте очистим наш контекст. Соответственно, мы можем заново начать работать с нашей нейронкой в нашей сессии. Теперь я могу спросить очень ожидаемую вещь. Я пишу, что это запрос, query. Что будем делать с контролированием трат на нейронки? Отправляю этот запрос в нейронку, и она должна понять, что теперь это другой тип запроса, что теперь требуется изучить вики-индекс, что она и делает, обратите внимание, на основе того, что есть там, простроить все-все-все связи и начать нам отвечать на основе этих связей. Полностью вся проблематика и решение команды. У нас маркетинг за один день слил весь бюджет OpenAI, массово генерируя SEO-статьи через внутренний API без ограничений. Решение LLM Gateway, семантический рутинг, то есть простые задачи у нас автоматически должны будут уходить на Llama 3,8 миллиардов параметров, GPU компаний, нулевой облачный расход. В облако идут только сложные запросы. Потом лимит по пользователям, то есть Light LLM трекает расходы на каждого пользователя. Для высокообъемных отделов, вроде маркетинга, более жесткие лимиты и сканирование, то есть мы блокируем отправку чувствительных данных в облако. И самое интересное, с ростом данных, если мы каждую неделю вносим новый чат, всю нашу переписку в LLM, она структурируется, она проставляет все-все-все взаимосвязи, то каждый раз наш диалог становится все существеннее и существеннее, все точнее и точнее. И нейронка каждый раз, так как она начинает отвечать на основе чтения первоначального индекса LM, каждый раз обладает полнейшим контекстом о том, что же происходит у нас в компании в соответствии с нашим чатом. Когда объем данных у нас растет, мы всегда можем отправить команду lint, то есть некоторую самоочистку системы запустить, и она знает, что эта команда означает, читает файлы для того, чтобы лишний раз для аудита перепроверить их и дать нам легкий summary, что же можно сейчас оптимизировать. Итак, аудит у нас завершен, результат, что противоречие у нас пока не найдено, у нас довольно маленькая вики, но когда оно у вас начинает расти, то противоречия находятся довольно в больших объемах. Но смотрите, у нас есть несколько концептов, а страниц для них нету, то есть, например, для Qdrant, это основная векторная база наша, она упомянута, но страницы для нее нету, и рекомендация есть создать эту страницу, отсутствующие кросс-ссылки, и другие недочеты. И, соответственно, он нас спрашивает, что хочет, чтобы я все это поправил или что-то конкретное, так ему и скажем fix all. Пускай он фиксит нам все, что он нашел. Итак, наши изменения готовы. Вот проблемы, вот что сделано. У нас было создано 2 страницы, у нас добавлена внутренняя ссылка, у нас добавлены помечания, расшифровка акронимов, которые до этого были не расшифрованы. Вот мы видим наши новые страницы, которые теперь тоже попали в наш индекс. Смотрите. Вот мы видим, что наш индекс, который до этого не обладал файлом Qdrant, получает этот файл с внутренней ссылкой. Мы всегда можем перескочить на него, просмотреть.
И теперь самое сладкое и магическое, когда мы переходим в режим просмотра GraphView, мы можем наблюдать, как начинают создаваться наши взаимосвязи и точки напряжения, либо точки концентрации знаний. Мы видим, как определяются узлы, на которые нам необходимо обращать внимание в нашей будущей работе. Итак, мы только что с вами построили маленькую первоначальную версию этой системы, и согласно тому, что пишет Андрей, это очень круто использовать в нескольких контекстах, то есть это можно использовать для формирования личных баз знаний, для исследовательской работы, что очевидно, для чтения книг, для того, чтобы все концепты и все пересечения взаимосвязи можно было таким образом трекать, потом их разгонять вместе с нейронкой и крепче усваивать. Это очень круто использовать для своего бизнеса, для команды. Именно этот кейс мы с вами сегодня посмотрели, для конкурентного анализа. В общем, во всех проектах, где вам важны пересечения, важно иметь нейронку с богатым контекстом и с быстрым доступом к нему. На этом мы с вами завершаем видео. Обязательно оставляйте лайк, коммент, подписывайтесь и до скорых встреч.